Куклы – это одни из самых мистических игрушек, о которых сложено множество легенд и мифов. Иногда они добрые и хотят поиграть, а иногда злые и пытаются преследовать своего хозяина, не давая ему покоя, тишины и спокойствия. Сегодня мы хотим рассказать про одну жуткую куклу, а точнее, это голова куклы с устрашающим именем Мистер Фриц. Давайте начинать. Происхождение куклы берет свое начало со времен Второй мировой войны, 1940 год. Ее создателем был американский заключенный нацистского концентрационного лагеря. После войны кукла попала в антиквариатный магазин в США, а оттуда перебралась в Великобританию. Но утонченная и броская история куклы не испугала своего будущего владельца Майкла Даймонда. К слову, он коллекционер. Для британца главным его увлечением является коллекционирование странных, а иногда страшных вещей. Чучел животных, оккультных предметов, черепов и древнего оружия. Со всем этим добром он путешествует по стране и организует небольшие выставки. Один из коллекционеров, с которым Даймонд поддерживал общение, решил подарить ему данную голову куклы, чтобы тот, как уже состоявшийся коллекционер различных вещей, оставил ее себе и, возможно, в будущем продал как исторический артефакт. Все шло довольно неплохо до того момента, пока стеклянная витрина не стала открываться сама по себе по ночам. Этот момент насторожил Майкла, и тот решил сделать несколько действий, которые позже вселят ужас. Майклу не оставалось ничего, как устроить свой собственный эксперимент и выяснить, почему дверь открывается. Он расставил камеры возле витрины и решил записать происходящее. После того, как материал был отснят, мужчина включил запись и испытал настоящий шок. На видеоролике дверца открывалась самостоятельно, глаза данной куклы моргнули, а рот начал шевелиться, будто хочет что-то сказать. Испуг оказался настолько сильным, что Майкл накинул на витрину одеяло, обернул ее цепью и повесил замок. С появлением куклы в доме стали происходить действительно странные вещи. Порой можно было наблюдать непонятные звуки в самом доме. Помнится, я как-то уже рассказывал про куклу и даже приводил примеры фильмов, в которых куклы были ужасными вредителями дома, в котором поселились. Но в этом случае кукла не имела ног, рук, живота. У нее есть лишь страшная голова. Мысли Майкла и то, что он думает о ней, довольно просты. Или, возможно, он не раскрывает всех своих чувств, чтобы люди не думали, что он так сильно боится ее. От мистера Фрица мало что осталось. Одинокая голова, установленная на куске деревянной трости. Его лицо шелушится и деформируется. Каким бы мертвым он ни выглядел, некоторые утверждают, что он вполне живой. В отличие от большинства экспонатов коллекции Майкла, которые были приобретены за счет значительных финансовых вложений, мистер Фриц был передан ему бесплатно. Майкл признает, что изначально в этом не было ничего необычного. Большинство людей считают куклы, особенно куклы-чаровещатели, слишком жуткими. Несчастных выбрасывают или запирают на чердаки на долгие годы, а других отдают коллекционерам, вроде Майкла. Небольшая рукописная записка, которая сопровождала жуткую куклу, объясняла, что изначально он был куклой-чревовещателем, которую использовали для развлечения военнопленных союзников во время Второй мировой войны в Шталаге II в период с 1943 по 1945 год. Шталаг II – это немецкий лагерь для военнопленных, расположенный в 2 километрах к западу от деревни Хаммерштайн в Польше. В 1933 году он был создан как один из первых нацистских концентрационных лагерей и использовался для размещения немецких коммунистов.
В конце сентября 1939 года лагерь был преобразован в лагерь для военнопленных для размещения польских солдат, а в августе 1943 прибыли первые американские военнопленные, попавшие в плен во время Тунисской кампании. В Шталаге II содержалось более 600 американских военнопленных, и жизнь была суровой, состоящей из долгих дней каторжных работ на соседских фермах со скудным пайком. Заключенные пытались преодолеть эти трудности, занимаясь самообразованием и устраивая развлечения, такие как мюзиклы и комедии. Среди заключенных, у которых было достаточно энергии, чтобы развлекать, был рядовой Билли Бут, который до начала войны был детским артистом и кукловодом. Он сделал мистера Фрица из немецких газет, смоченных в картофельном крахмале, и раскрасил его контрабандой из горшка розовой глянцевой краской. Почти 18 месяцев Билли Бут и мистер Фриц развлекали заключенных Шталага шутками и песнями. Он был так хорош, что даже некоторые немецкие охранники находили его забавным. Но, к сожалению, 14 января 1945 года, за 2 недели до освобождения лагеря, Билли и 9 других американских военнопленных вывели в поле, заставили вырыть большую яму и расстреляли за недостаточно усердную работу. Когда лагерь был окончательно освобожден 28 января 1945 года, Фриц был доставлен обратно в США другим заключенным и передан семье Билли Бута в качестве напоминания о силе духа их сына и его способности поднимать боевой дух в самых суровых условиях. Как мистер Фриц оказался в торговом центре антиквариата в США, неизвестно. Семья Билли Бута выдала его или его выгнали за то, что он слишком живой? Это остается загадкой. Существует также версия о том, что Майкл является профессиональным иллюзионистом, и он неспроста придумал всю эту историю с проклятой куклой, чтобы внушить страха на жителей своего города. То есть грамотный иллюзионист способен создать такой монтаж, к которому точно не подкопаешься. Если у куклы есть только страшная голова, тогда нужно заставить ее воспроизводить движение глазами и ртом, а открыть стеклянную витрину не такая проблема для профессионала своего дела. То, что произошло с данной куклой, это лишь история одного человека, которая не была выведена на такой мировой уровень, где эту историю хотели бы проверить самые жуткие скептики. И если бы это произошло, есть большая вероятность, что вскрылись бы интересные факты. Вполне возможно, что мистика данной куклы допустима, поскольку берет свое начало в ужасные времена, где кругом были смерти и мучения. И возможно, что в данной кукле живет чья-то проклятая душа, которая не может обрести покой. В любом случае, чтобы разобраться в этом детально, пришлось бы отправиться к Майклу и отснять весь необходимый материал. А я лишь выдвигаю свои версии и догадки. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.